Как выяснилось в 9-м эпизоде, сюжет сериала «Ванда Вижн» вращался вокруг книги под названием Darkhold. Сериал закончился, но осталось много вопросов. Что это за книга? Какие силы в ней скрыты? Давайте попробуем разобраться. Погнали! Номер 1. Моргана Le Fay с помощью Даркхолда поймала Хтона в ловушку. Моргана Le Fay была волшебницей из легенды о короле Артуре. Ей удалось найти большинство страниц Даркхолда и объединить их в единую книгу. Моргана хотела вызвать Хтона и заставить его служить ей, и для этого она собрала группу преданных культистов. Но они совершили ошибку, недооценив силу Хтона. Культисты пытались изгнать Хтона обратно в его реальность, но потерпели неудачу. Однако они нашли заклинание, которое заточило его в горе Вандагор, и выбраться оттуда своими силами Хтону никак не удавалось. Номер 2. Хтон использовал Даркхолд, чтобы управлять Алой Ведьмой. Хтон был заточен в горе Вандагор. Это та самая гора, у подножия которой родилась Ванда Максимов. Хтон наделил Ванду малой частью своих способностей, и со временем он хотел полностью завладеть телом Ванды. Для этого ему нужно было, чтобы она стала самым сильным существом в мире. Именно благодаря Хтону у Ванды появилась способность искажать реальность. Спустя много лет мистик Модред похитил Алую Ведьму. Он привел ее на гору Вандагор и использовал силу Даркхолда, чтобы позволить Хтону завладеть телом Алой Ведьмы. Даже всей силы Мстителей было недостаточно, чтобы совладать с мощью Хтона. Лишь внезапная атака зверя смогла дать Мстителям небольшое преимущество, и они смогли освободить Алую Ведьму от влияния Хтона. Номер 3. Даркхолд скрывает доступ к другим измерениям. В Даркхолде хранятся величайшие знания и могущественная сила, что не могло не привлечь Доктора Дума. Доктор Дум – правитель Латверии и заклятый враг Фантастической Четверки. Изучая Даркхолд, Доктор Дум обнаружил портал, который привел его в Лимб, место, населенное демонами. Доктор Дум смог захватить Лимб, но его правление было недолгим. На него напала команда супергероев Экскалибур под предводительством Капитана Британии. Номер 4. Даркхолд превратил Блейда в Демогорга. Хтон покинул Землю, потому что знал о силах Демогорга и намерениях убить всех богов. Он решил, что ему понадобится собственный Демогорг для защиты, но Хтон понимал, каким разрушительным последствиям может привести создание собственного Демогорга. Так что Хтон скрыл заклинание, связывающее Демогорга внутри Даркхолда. Блейд же хотел найти способ уничтожить своих сверхъестественных врагов, и поэтому, когда он нашел Даркхолд, он прочитал заклинание. Заклинание превратило его в нового Демогорга. Блейд изменил свое имя на Свитчблейд. Прежде чем заклятие было снято, он успел убить Джонни Блейза, бывшего призрачного гонщика, Демогоблина, Ночного Оборотня, Морбиуса и Дэнни Кетча, преемника Блейза. Номер 5. Даркхолд может украсть вашу душу. Даркхолд – один из самых могущественных артефактов в мире. Его заклинания могут дать вам все, что захотите, но у всего есть своя цена. Колдун Мистик Модред хорошо усвоил этот урок, когда решил использовать Даркхолд для того, чтобы творить добро. По сути, он как бы вложил в Даркхолд свою душу, но книга осквернила ее, и Модред не смог использовать ее в своих целях. Хтон сделал Модреда своей пешкой и использовал его, чтобы сбежать из своего плена. Номер 6. Культисты Даркхолда пытались принести в жертву Карнейджа. Группа культистов обнаружила в Даркхолде одно интересное пророчество. В нем говорилось: когда красный убийца прольет кровь на священный камень, спящий проснется, а шедший снова пойдет. Культисты решили, что им нужно принести в жертву некого красного убийцу, чтобы воскресить их повелителя, Хтона. Культисты думали, что этим красным убийцей был один из врагов Человека-паука, Карнейдж. Они обманом заманили его в храм Хтона, соблазнив его бессмертием. Но вместо того, чтобы принести Карнейджа в жертву, сами культисты мутировали в необычных, Карнейджа-подобных существ. Номер 7. Даркхолд создал первого вампира. До того, как затонула Атлантида, группа колдунов завладела свитками Даркхолда и начала использовать их во зло. После битвы с Кулом-завоевателем почти все они были уничтожены, но один колдун остался. Его звали Варне. Он был тяжело ранен, но сумел воспроизвести одно заклинание из Даркхолда, которое обещало стать проклятием для всего мира. После своей смерти Варне воскрес и стал самым первым вампиром на Земле. Позже Варне сражался с Кулом, Рыжей Соней и Конаном Варваром, но смог сбежать и распространить свое вампирское проклятие по всему миру. Номер 8. В Даркхолде есть заклинание, убивающее всех вампиров. Одним из тех, кто хотел заполучить Даркхолд, был граф Дракула. Когда об этом узнал Доктор Стрэндж, он сразу понял, что ни к чему хорошему это не приведет. Стрэндж отправился на поиски и обнаружил, что в Даркхолде существует заклинание,
которое может уничтожить всех вампиров, включая самого Дракулу. Это заклинание было формулой Монтези. Дракула отправил телепатическое сообщение всем другим вампирам, чтобы они помешали Стрэнджу произнести заклинание. После долгой битвы Стрэнджу удалось прочесть заклинание и стереть с лица земли всех вампиров. Номер 9. Морбиус использовал Даркхолд, чтобы воскресить свою девушку. Даркхолд может не только забирать жизни, но и возвращать их. Разумеется, для этого нужно заплатить соответствующую цену. Живой вампир Морбиус использовал страницу из Даркхолда, чтобы воскресить свою мертвую девушку Мартину Бэнкрофт. Заклинание вернуло ей жизнь, но ее тело захватил демон по имени Паразит. Морбиусу пришлось перерезать Мартине горло, чтобы освободить ее тело от контроля паразита. Тело удалось вернуть, но Мартина потеряла способность чувствовать что-либо. В конечном итоге Мартина сама стала вампиром, а Морбиусу пришлось пронзить сердце собственной девушки. Это еще раз доказывает, что от Даркхолда нельзя ждать ничего хорошего. Номер 10. Именно Даркхолд создал проклятие оборотней. В проклятии оборотней, ликантропии, виновен именно Даркхолд. Впервые Даркхолд появился в комиксе Marvel Spotlight номер 4, в котором также появился Ночной Оборотень, один из самых известных вервольфов вселенной Marvel. Самое первое появление оборотней датируется 18 веком. Тогда, в Трансильвании, на человека по имени Грегори Руссов напал и укусил волк, который служил Дракуле. Проклятие передавалось из поколения в поколение, но никак себя не проявляло до наших дней, пока кто-то не прочитал заклинание из Даркхолда и не активировал проклятие. И первым это проклятие на себе испытал Джек Рассел, Ночной Оборотень. Как мы теперь понимаем, Даркхолд будет занимать значимое место в киновселенной Marvel. Ждем его появления во второй части Доктора Стрэнджа? Или ждем скорое появление вампиров в киновселенной Marvel? А как вы думаете, напишите в комментариях. А на этом у меня все. Любите комиксы, смотрите комиксы, читайте комиксы. Пока!